300 волосатых медведей. Именно так ругаются словенцы. Сегодня расскажу о Словении такое, чего вы никогда даже не слышали. Заваривайте чаек, усаживайтесь поудобнее и погнали. И чтобы вы сразу понимали, Словения настолько компактная, что пересечь ее с запада на восток на машине можно всего за несколько часов. А если продолжить путь, совсем скоро окажешься уже в Италии, Австрии, Венгрии или Хорватии. Президента здесь можно встретить в очереди за кофе. Словения – страна с невероятно низким уровнем коррупции и высокой прозрачностью власти. Бывший президент Данила Тюрк прославился тем, что ходил на рынок за покупками сам, без охраны, и ездил на работу на велосипеде. Словения – сверхбезопасная страна. По индексу глобального миролюбия она стабильно входит в топ-10 самых безопасных стран мира. Уровень уличной преступности очень низок, что позволяет спокойно гулять по ночам и ничего не опасаться. Однако статуям здесь везет меньше. Первая леди США Мелания Трамп родилась и выросла в словенском городке Севница. В ее честь здесь сначала установили деревянную статую, но вандалы ее сожгли. Сменившую ее бронзовую скульптуру постигла не менее печальная участь. В мае 25 года неизвестные спилили памятник в районе щиколоток и унесли в неизвестном направлении. Теперь словенская полиция расследует кражу уже второй версии монумента. Словения – одна из самых экологически чистых стран мира. Здесь перерабатывается более 80% всех бытовых отходов. Столица Любляна была первой европейской столицей, которая перешла на систему нулевого уровня отходов. В Словении действует негласное правило. Ты не можешь называть себя настоящим словенцем, если не поднялся на гору Триглав хотя бы раз в жизни. Это правило было введено еще в XIX веке. Словенцы не платят за учебу в любом возрасте. Высшее образование в Словении бесплатное для всех, как для граждан страны, так и для иностранцев из стран ЕС. Мало того, здесь есть уникальная государственная программа «Штудентска прихрана», позволяющая студентам, включая иностранцев, питаться в ресторанах с огромной скидкой, так как государство оплачивает часть счета. Здесь даже в горах на высоте 2000 метров на туристических приютах часто есть бесплатный Wi-Fi и возможность зарядить телефон от солнечных батарей. А в национальных парках есть возможность воспользоваться общественными компьютерами совершенно бесплатно. Они открыты для всех путешественников в визит-центрах. В словенских пещерах живет слепой жук, названный в честь Гитлера. Вид Анаптальмус хитлери описали в 1937 году. Вокруг него идут споры о переименовании, а коллекционеры делают его еще более уязвимым. В Словении хранится предмет, который называют древнейшим музыкальным инструментом в мире. Это неандертальская флейта из пещеры Дивье Бабе, возраст около 60 тысяч лет. Национальный музей Словении представляет ее как инструмент, сделанный неандертальцами. Но если эта находка поражает воображение, то следующая и вовсе переворачивает представление об истории технологий. Вопреки стереотипам, старейшее деревянное колесо с осью откопали вовсе не в Египте, Месопотамии или Китае, а здесь же, в Словении. Его нашли в Люблянских болотах. Возраст оценивают примерно в 5000 лет. Но если колесо осталось в славянской земле, то сами словенцы в поисках лучшей жизни часто ее покидали и уезжали как раз на родину фараонов. Был период, когда славянские женщины массово уезжали работать в Египет нянями, кормилицами, кухарками и гувернантками. Их называли Александрийками. Работа в Египте могла оплачиваться минимум в 4 раза лучше, чем в Словении. А как вам такое? Словенская колбаса летала в космос. Краньскую колбасу брала с собой астронавт Сунита Уильямс, у которой словенские корни. Мало того, эта колбаса защищена законом. У нее строгий рецепт, который никому нельзя нарушать. В Словении право на питьевую воду записано в Конституции. Статья 70А прямо говорит, что каждый имеет право на питьевую воду, а водные ресурсы являются общественным благом. Более того, забота о ресурсах и экологии здесь проявляется во всем. Государство активно поддерживает культуру городских огородов. Любой житель, не имеющий своей земли, может за символический 1 евро в год арендовать у муниципалитета обустроенный экоучасток с водой,
для выращивания собственных чистых овощей. А вот в музыкальной истории Словения закрепила за собой куда более радикальный статус. Словенская группа Лайбах стала первой западной рок-группой, выступившей в Северной Корее. В 2015 году они играли в Пхеньяне. Музыканты исполняли песни из американского мюзикла «Звуки музыки», который популярен в Северной Корее. Сет-лист был одобрен местными властями, а сам концерт прошел с симфоническим оркестром. Но пока музыканты покоряли КНДР, славянский арт-коллектив замахнулся на саму идею геополитики и создал несуществующее государство без территории, которое выдает паспорта. Государство придумали в 1992 году как художественное государство во времени. Паспорта настолько похожи на настоящие, что люди в Нигерии массово покупали их, веря, что так можно получить европейское гражданство. В реале паспорт является арт-объектом и не дает права на легальное пересечение реальных международных границ. Первый в мире сертифицированный электрический самолет сделала словенская компания. Пипистрель Велис Электро из Айдовщины получил европейский сертификат по безопасности авиации в 2020 году. В Любляне можно переночевать в бывшей военной тюрьме. Хостел Селика больше 100 лет был военной тюрьмой, а теперь 20 бывших камер превращены художниками в комнаты для гостей. Но если для отдыха в таком хостеле нужна лишь бронь, то для других славянских рекордов требуется железная выносливость. В 25 году на марафоне в Любляне Анже Заврал доказал, что словенцы сильны не только в искусстве, но и в абсолютном спортивном безумии. Он преодолел дистанцию в 42 километра за 4 часа 26 минут и 23 секунды, ни на секунду не переставая играть на аккордеоне. Невероятная выносливость. Славянская фолк-группа попала в Гиннес за то, что играла дольше всех в своем жанре. Штырья Ковачи получили рекорд как самая долгодействующая славянская фолк-группа – 66 лет и 103 дня на момент фиксации в 2020 году. Словения – одна из самых медвежьих стран Европы. Здесь обитает около 1000 бурых медведей, одна из самых плотных популяций на континенте. Славянские медведи фактически помогли восстановить популяцию бурых медведей в Пиренеях. Когда пиренейские медведи почти исчезли, Франция завозила животных из Словении. Первые 3 были выпущены в 1996 году. Но пока славянские медведи обживали новые территории, на родине вовсю шел технический прогресс. За последние 25 лет Словения пережила настоящий тракторный бум. Число тракторов выросло почти в 3 раза. Правда, эти тракторы очень маленькие. Ведь из-за холмистого рельефа множество небольших ферм, виноградников и садов в Словении очень часто используют компактные тракторы. Славянский гимн необычен тем, что его центральная идея – дружба народов, а не военная слава. Для Европы с ее историей войн это хороший контраст. Гимн маленькой страны говорит не о победе над врагом, а о мире между народами. А еще у словенцев национальный герой – поэт, а не полководец. Франце Пришерен – фигура уровня культурного отца нации, и главный государственный культурный праздник связан именно с ним. Словения и Словакия настолько похожи по названию, что их путают не только туристы, но и политики, журналисты и почтовые службы, которые регулярно перенаправляют тонны писем и посылок из одной страны в другую. И это при том, что у них разные истории, разные столицы и разные языки. Причем словесные ловушки здесь на каждом шагу. К примеру, славянское слово «понос» означает «гордость». Оно также присутствует в сербском и хорватском языках. Но у русскоговорящих туристов при виде вывески с этим словом возникают ассоциации исключительно с диареей. Тот самый случай, когда славянские корни вроде бы одни, а понимание совершенно разное. И если вы знаете другие подобные слова-ловушки, делитесь ими в комментариях. В славянском языке почти нет ругательств, зато есть множество забавных выражений вроде «300 косматых медведов», «300 волосатых медведей». Теперь вы знаете, как правильно ругаться. А для действительно крепких слов многие словенцы нередко используют заимствования из других языков бывшей Югославии. Славянские товары в Югославии воспринимались как почти западные, а славянский бренд «Горенье» был одним из самых узнаваемых бытовых брендов в социалистической Европе. Словения является спортивной сверхдержавой на душу населения.
Там так много выдающихся спортсменов, что для страны с 2 миллионами жителей это непропорционально много. Самые яркие из них – Дончич в NBA, Погачар в велоспорте, Гарнбрет в скалолазании, Капитар в NHL. Озеро Блед примечательно тем, что на нем находится единственный естественный остров во всей Словении. Чтобы сыграть на нем свадьбу, жених должен по традиции пронести невесту на руках все 99 ступеней церкви Пресвятой Богородицы, что считается испытанием на прочность брака. В историческом центре Любляны запрещено движение обычных автомобилей. Зато здесь курсируют кавалеры – небольшие зеленые электромобили, похожие на гольф-кары. Поездка на них абсолютно бесплатна. Если есть свободные места, водитель довезет вас практически в любую точку старого города. Многие туристы поначалу принимают их за обычное такси и проходят мимо. Словенцы обожают горы. Пешие походы здесь – самое популярное увлечение, поэтому встретить на тропе бодрых пенсионеров, уверенно обгоняющих молодых туристов – обычное дело. Именно здесь живет одно из самых необычных животных Европы – европейский протей, которого словенцы называют человеческой рыбкой. Из-за бледной кожи средневековые жители считали его детенышем подземного дракона. На самом деле это редкая пещерная амфибия, вид саламандры, способная обходиться без пищи много лет и прожить несколько десятилетий. Словения считается криптодружелюбной страной. В городе Крань есть круговое движение, в центре которого установлен большой металлический символ биткоина. Его открыли в 2020 году, как символ развития цифровых технологий и местной блокчейн-индустрии. В винодельческом регионе Штирия, недалеко от деревни Шпичник, проходит извилистая дорога среди виноградников. Если посмотреть на нее с определенной точки, она образует почти идеальное сердце. Здесь часто фотографируются. На высокогорном плато Велика Планина пастухи производят необычный копченый сыр трнич. Его лепят вручную в форме женской груди и украшают резными узорами. Теперь вы знаете на один оригинальный подарок больше. Словенцы очень ценят тишину, особенно в жилых районах. Поздно вечером шумные вечеринки, громкая музыка или ремонт могут быстро закончиться жалобой соседей, а при необходимости и визитом полиции. Уважение к покою окружающих здесь считается правилом хорошего тона. На улицах словенских городов можно встретить необычные торговые автоматы – млекомат. Вместо газировки они продают свежее фермерское молоко. Достаточно принести свою бутылку или купить пустую на месте, оплатить покупку и налить молоко прямо из автомата. Рядом нередко продаются домашние сыры, йогурты и другие молочные продукты местных фермеров. Также здесь продают свежие яйца, сезонные овощи, мед, домашние колбасы, бекон, соки и другие продукты местных хозяйств. Получается настоящий мини-магазин без продавца. В парках Любляны можно увидеть необычные деревянные конструкции, похожие на многоэтажные скворечники. Это официальные отели для насекомых. Хотель за жужельки. Их заполняют соломой, корой и полыми стеблями, чтобы дикие пчелы, божьи коровки и другие полезные насекомые могли там зимовать и размножаться, помогая городской экосистеме. Во многих словенских компаниях, школах и государственных учреждениях рабочий день начинается довольно рано – в 7 или 8 утра. Благодаря этому многие заканчивают работу уже во второй половине дня и могут посвятить вечер семье, спорту или отдыху. Хотя для тех, кто любит поспать, это не очень подходит. Теперь немного географии. У страны есть море. Береговая линия всего 46,5 километров. Это один из самых коротких выходов к морю в Европе, но через него Словения считается полноценной адриатической страной. Озеро Церкница часть года является озером, а часть года почти обычной равниной. В мокрый сезон там можно плавать и ловить рыбу, а когда вода уходит через карстовую систему, на той же территории ходят пешком и косят траву. Кстати, именно Словения подарила миру слово «карст». Международный геологический термин «карст», которым называют ландшафты с пещерами, провалами и подземными реками, произошел от названия плато Крас на территории Словении и Италии.
Сейчас этим словом пользуются геологи по всему миру. Самая высокая точка страны – Триглав – 2864 метра, а самая низкая – Адриатическое море. Такой огромный перепад высот в стране, которую можно пересечь за несколько часов. В славянском городе Копер можно увидеть старинные дворцы, у которых фасады сплошь покрыты росписями, имитирующими окна и балконы. Это объясняется венецианским налогом на окна. Богатые горожане нанимали художников, чтобы те рисовали им лишние окна, демонстрируя богатство без необходимости платить налоги. У Словении около 6000 населенных пунктов, и почти половина из них имеет меньше 100 жителей. А еще есть десятки официальных населенных пунктов вообще без жителей. Словения маленькая, но административно очень раздробленная. В стране 212 муниципалитетов, и больше половины из них имеют меньше 5000 жителей. Географические исследования описывают ее как сеть малых поселений с отсутствием выраженного слоя средних городов. Словенцы часто воспринимают себя не совсем как Балканы. Исторически страна долго была связана с Габсбургами, Австрией, Италией и Центральной Европой, поэтому у них есть дистанция от грубого ярлыка «Балканская страна». Это проявляется в городах, порядке, архитектуре, бытовой культуре и отношении к государственным институтам. И еще немного интересных фактов. Часть «Хроник Нарнии» снимали в Словении, а в фильме «Принц Каспиан» сказочную реку изображала словенская река Соча. Для съемок там построили деревянный мост. Также в Словении снимали сцены для «Ведьмака», «Колеса времени» и «Цитадели». Страну используют как готовую киноплощадку. Там рядом есть горы, море, старые города, леса и пещеры. В Любляне летом показывают кино прямо во дворе замка. Проект называется «Фильм под звездами» – кино под звездами. Зрители сидят под открытым небом, а над ними возвышается Люблянский замок. В Словении до сих пор ловят и едят сонь, и это не те, кто любит поспать. Это маленький лесной зверек, похожий на крупную мышь с пушистым хвостом. В Южной Словении такая охота существует почти 1000 лет. Мясо ели, жир использовали в быту, а из шкурок делали одежду. В Словении есть шахта, где можно кататься на велосипеде или плыть на лодке. Это подземелье горы Пеца. Часть старых шахтных тоннелей открыли для туристов, и теперь там есть маршруты на велосипеде и каяке. В Словении есть странные музеи, как, например, музей пряничных сердец, где можно посмотреть разукрашенные медовые пряники. Или, например, музей рождественских вертепов. Там собраны миниатюрные сцены Рождества. Это настоящий отдельный музей. В Словении есть средневековая церковь с фреской, где смерть ведет за собой людей всех сословий. Это пляска смерти в Храстовле. Скелеты ведут бедных и богатых, простолюдина, короля, папу, монаха, купца и других к одной могиле. Это означает, что пред лицом смерти все люди равны, она – великий уравнитель. Независимо от социального статуса, богатства, расы или власти, конец для всех один. Кстати, в Словении десятки пещер и ущелий называются просто ад. Слово «пекель», что означает «пекло», встречается по всей стране. Так раньше называли темные провалы, пещеры и места, которые людям казались входом в подземный мир. Ну и напоследок немного рекордов. В Словении растет самая старая виноградная лоза в мире, которая до сих пор дает урожай. Она растет в городе Марибор уже более 450 лет. Лоза занесена в Книгу рекордов Гиннесса, и каждый год с нее собирают виноград для нескольких десятков сувенирных бутылок вина. Словенец Даво Карничар первым в истории съехал с вершины Эвереста до самого базового лагеря, ни разу не сняв лыжи. До него люди спускались только отдельными участками или пешком. Его рекорд до сих пор считается одним из самых безумных достижений в истории горных лыж. А словенец Мартин Стрел поставил мировой рекорд по самому длинному непрерывному заплыву в открытой воде.
Он проплыл почти 505 километров по Дунаю за 84 часа 10 минут. На территории Словении нашли следы жизни людей возрастом около 250 тысяч лет. Это одни из самых древних свидетельств присутствия человека на территории современной Центральной Европы. В Словении находится крупнейшее в мире подземное почтовое отделение для туристов. В Постоянской пещере уже больше века работает почта, откуда можно отправить открытку прямо из-под земли. Для большинства туристов это становится неожиданностью. Словенцы – нация пчеловодов. На каждые 1000 жителей приходится до 5 пчелиных семей. Изображение пчелы можно встретить на словенской монете в 50 евроцентов, а также на памятных 2 евро. Национальная порода – краинская пчела, карника, считается одной из самых миролюбивых и трудолюбивых в мире. Что ж, друзья, мне кажется, я выжал максимум интересных фактов из такой маленькой страны, как Словения. А если вы со мной не согласны, то добро пожаловать в комментарии. Расскажите, что еще интересного вы знаете о Словении. Всего вам наилучшего и до новых встреч!